Вот на этом месте у нас будет стоять камин. Это дырка для дымохода, а вот здесь подвод воздуха снаружи. Эта труба идет под фундаментом, потом она проходит через фундамент, и здесь вот она выходит. Еще на стадии заливки фундамента, когда мы здесь ходили, я задался вопросом, почему вот этот вход воздуха для камина, почему он находится так далеко от края дома. От стены центр этой трубы примерно находится на 67 сантиметров. На тот момент, когда строился фундамент, еще никто не задавался вопросом, а какой у нас будет камин. С течением времени, когда уже дом стоит и, в принципе, через месяц-два надо будет сюда въезжать, мы задумались о покупке камина, начали этим заниматься и столкнулись с той проблемой, что 99% всех каминов, у них находится вход вот этого для воздуха сзади, а не снизу. На момент проектирования дома и обговаривания всего этого с фирмой строительной, мы сказали, что мы хотим камин, мы сказали, что это будет дымоход снаружи, что это будет подвод воздуха через фундамент. За это заплатили дополнительно 9000 евро. И при том это без камина. И вот теперь, заказывая камин, мы столкнулись с проблемой, что в принципе вот этот вот подвод воздуха, вообще это полная... Вот тут он быть не должен. Мы обратились к прорабу и сказали, почему вы сделали подвод воздуха в полу на расстоянии 67 сантиметров от стены? То есть что мне получается? Камин по центру квартиры ставить надо или что? Мы попросили эту, опять же, строительную фирму нашего прораба этот косяк исправить, потому что, в принципе, мы за это заплатили, но он сказал, что нет, мы так делаем всегда, типа, если вы хотите, то пускай та фирма, которая вам будет устанавливать камин, мол, пускай они сами тут все бурят и все. Если ты берешь камин с установкой, а установка подразумевает, что у тебя уже все есть, и фирма приезжает, просто подключает две гофры, одну снизу, одну сверху, и на этом все, и за это ты платишь 570 евро. Если я им еще скажу, что, ребят, мне тут надо еще немножко стенку просверлить, то это умножь на 2 сразу. А мы вообще брали камин без установки. То есть мы это можем сделать сами. Эти гофры две подключить, что сверху, что снизу, дымоход. Притом это все потом проверит специалист, как мы это сделали. Мы это можем сделать сами. Поэтому нам надо убирать эту косяк их самим. Для этого нам надо пробурить здесь стяжку пола полностью вот до сюда, до конца. Достать оттуда пенопласт, который примерно 10 сантиметров. Вставить туда, образно говоря, вот эту трубу, вот так, которая там выходит. Ею провести под полом до этой стены. И оттуда точно такое же колено уже наверх поставить. Да, вот так, поэтому, казалось бы, платишь деньги, и притом не маленькие деньги, и вроде бы как все обговаривается, и вроде бы не самая последняя страна в Европе, однако приходится брать в руки тяжелую технику, инструмент и долбить. Еще, что самый важный вопрос, у нас же теплый пол. Да? И хорошо, что мы когда-то давным-давно снимали здесь, как эти трубки укладываются, и видели, что вот в этом как раз промежутке трубок нету. Потому что иначе, если ты сейчас начнешь сверлить, и оттуда пойдет фонтанчик, то... Вот мы пробили пол,
достали отсюда пенопласт. Что примечательно, что под этим слоем пенопласта, во-первых, пол ледяной, во-вторых, мокрый. И тут даже вот гипсовая штукатурка, которой когда-то давным-давно штукатурили стены, она вот тут даже еще не засохла. Вот сам этот приток воздуха. Делаем здесь, в этой штуке, дырку специально под эту трубу. Потом все примеряем и присоединяем трубу. Поехали.